Сейчас будет решаться, кто идет с Дином гулять. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Эх, я иду гулять с Дином. В соответствии с информацией с официального сайта правительства «Стоп коронавирус», мы можем гулять с собакой, даже находясь на карантине, но на расстоянии не больше 100 метров от дома. Так вот мы теперь ходим гулять. Что-то как-то грустно, если честно, здесь. Пока что. Это вам не Черногория. Свиньи. А вот эту траву покосили в сентябре прошлого года. Видите, все успело сгнить, но никто ее не вывез. Но зато сейчас днем достаточно тепло. Нормально. Примерно как в Софии, наверное. Мы тут приехали, а у нас на столе такие красивые нарциссы. Что там такое, Кись? В связи с тем, что самоизоляция не очень интересная тема для видеоролика, мы построим это видео в формате вопрос-ответ. У меня накопилось просто бесчисленное количество вопросов от вас, и мы будем отвечать на них в течение этих 2 недель. Итак, вопрос номер 1. Что нам удалось взять с собой из Болгарии? В первую очередь мы забрали почти все оборудование. Это наш фонарь, светильник. Это наши штативы, здесь их много, штуки 3. И модификаторы для света. Линзы, софтбоксы. Мы забрали почти все наши костюмы, самые главные. И также мы с собой взяли нашу кофеварку. И даже немного кофе. Конечно же, мы забрали 2 наших ноутбука. Это мой, а это Ирин. То есть мы взяли все, что нам необходимо для того, чтобы продолжить снимать видео. А то, чего нам не хватало, мы докупили, и нам уже даже привезли это домой. Пошлите посмотрим. Итак, это наши новые стойки. Точно такие же были у нас раньше, но просто они не габаритные, очень тяжелые, поэтому мы не смогли провести их в самолете. Ну и наше самое главное приобретение. Несмотря на то, что это не то, что мы потеряли, это то, что мы приобрели благодаря этому кризису. Потому что когда курс рубля начал стремительно падать, я в панике решил, что мне нужно срочно потратить все рубли, которые у нас есть. И мы купили еще один свет. Так что у нас теперь 2 фонаря. Этот свет мощнее, этот свет лучше. Просто мечта настоящего ютубера. Нам осталось купить еще один такой, и мы полностью укомплектуем наше оборудование по свету. Так можно и на карантине сидеть. С папской кружкой-то, конечно. Да. I'm your father. Мы проверили всю нашу технику, вроде бы все работает, осталось только одно – дрон. Но так как нам нельзя выходить на улицу, то будем пытаться запустить его с балкона через окно. Заодно будет виртуальная прогулка. Мой дрон, скажи, мой дрон. Пойдем смотреть, пойдем. А сейчас я вам покажу вид из нашего окна. Он разительно отличается от того, что было в Будве. Ну чё, как Ростовушка? Кадры как бы смотрятся красиво, но они выглядят как индустриально очень. Ты чё? А? Что ты сделал? Ничего. Разбил дрон? Не разбил. Бес потерялся, и он сам полетел. Нет? Дина, он специально разбил твой дрон. Правильно, обидься на него.
Ну, пару лопастей сломал. Ничего страшного. Это меняется. В общем, с дроном все нормально. Но теперь мы точно знаем, что запускать его с балкона не лучшая идея. Ну что, давай сделаем это, а? Когда мы находились в Черногории, многие спрашивали у нас, неужели мы решили уехать из России и эмигрировать в другую страну? Ответ – нет, мы не собираемся эмигрировать из России. В Черногории очень здорово, но здорово там зимой. Летом я не представляю, как мы жили бы там со всем этим количеством туристов. Конечно, в Черногории прекрасный климат, прекрасный вид из окна, очень вкусные продукты. И все бы хорошо, но все-таки я не могу это объяснить. Смотрите, когда мы прилетели из Болгарии, нам дали вот такую памятку. Дали номер телефона горячей линии. Сейчас позвоним по этому номеру телефону. Вероятно, мы должны сообщить о том, что мы прилетели в Россию. Ольга, здравствуйте. Мы вчера вернулись в Россию через Москву в Ростов-на-Дону. Так, мы должны позвонить по номеру 112. То есть это по горячей линии в экстренных ситуациях. И сообщить. Я позвонил по горячей линии, мне сказали, что мне нужно позвонить по 112 и сообщить об этом. В общем, как видите, ничего нового. Все как положено в России. Меня отфутболили уже в 3-е место. То есть в Москве мне дали вот номер телефона, я по нему позвонил. Меня отправили на службу 112. Служба 112 сейчас записала мои данные и сказала мне звонить по 3-му номеру. Звоним по 3-му номеру. Здравствуйте. Смотрите, мы с женой вчера пролетели из Болгарии через Москву. Сейчас находимся в Ростове-на-Дону, дома. Нет, никаких симптомов, ничего нету. Нет. Угу, понятно. А не подскажете, как мне связаться с моим участковым врачом? В общем, у меня сложилось ощущение, что я первый в Ростове человек, который позвонил по этому номеру, потому что они примерно не знают ничего. Да, мы должны проходить самоизоляцию 14 дней. Мы должны... В понедельник нам рекомендовали набрать нашего участкового терапевта, чтобы он пришел к нам домой и взял у нас анализы на коронавирусную инфекцию. Номера телефона терапевта мне, конечно же, не дали, а зная, как работает медицинская система в Российской Федерации, я глубоко сомневаюсь, что это будет легко вызвать терапевта на дом. Там продукты принесли, не кавкой. Работают продуктовые магазины и аптеки. Пойдем. Где наш? Ого, сколько нам тут тетя Люба принесла всего. А этот пакет проверим. Ой, тетя Люба, спасибо. Заяц, конечно же, недоволен. Над тобой папа издевался, да? Ногти, скажи мне, стриг. Говорю ему, можешь идти. Он говорит, да не, мне и так нормально, я полежу. В Черногории мы ели очень много фруктов и неожиданно для себя заново открыли киви. Киви там очень вкусные, сочные и дешевые. Пробуем? Нет, сложно. Ну, не черногорские. Теперь понятно, почему мы раньше не ели киви. Киви-тест не пройден. Конечно, переживать самоизоляцию в России гораздо проще, потому что у нас очень много сервисов по доставке еды, по доставке продуктов из магазина, доставке чего угодно домой. И сейчас мы заказали пиццу. На сайте компании указано, что доставка будет произведена бесконтактным способом. Посмотрим, так ли это. В общем, доставка была не совсем бесконтактная. Конечно, руками мы не трогались, но никто ничего не оставлял. Пицца, конечно, не с клубникой. Так, пицца очень вкусная, но она вообще не похожа на то, что мы ели в пицце Smile. Тесто другое, консистенция другая, все другое. В общем, они друг друга не заменяют, они друг друга дополняют. Сейчас посмотрим, как получится с доставкой продуктов. А вот доставка продуктов совершила бесконтактную доставку, оставили сумки и ушли. Вот это другое дело. Нам воду привезли. Бесконтактным способом. Спасибо. В общем, приехали, а наша стиральная машина вышла из строя.
Поэтому мы ходим грязные и вонючие. Идет 3-й день самоизоляции. Сейчас будем покупать новую стиральную машинку. Стиральная машинка куплена, никаких проблем. Наш заказ будет доставлен 25 числа. Как думаете, смогу я сам ее установить? А это то, о чем я мечтал все наше время нахождения в Черногории. Ой! Плов! 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 Я просто обожаю, как Ира готовит плов, но у нас в Черногории не было подходящей сковороды, чтобы это сделать, поэтому мы терпели как могли. Но это же сковородка. Это не сковородка, это вок. Хорошо, это вок. Вообще, мое мнение, что реквизит должен отрабатывать себя. Вот этого манекена, мы зовем его Бо, мы купили для нашего ролика про пришельцев. Видите, теперь мы его поснимали в масочке. Актуальная тема. Еще как-нибудь поснимаем потом. Смотрите, наша стиральная машинка. Попросил я ее оставить там. Не, ну выглядит красивенько. Ну все, пускай стоит, отогревается, а то она холодная, потом подключим. Что, думаете, я сам не смогу, да? Вам не стыдно? Как смеете вы? Так, теперь нужно старую машинку извлечь отсюда. А еще видите, жена блогера вместо того, чтобы помочь, снимает все на камеру. Жена блогера скоро зайдет в свой блог, как «Жизнь с двумя блогерами». Что, тяжко, да? Ладно, мы же знаем, тебе нравится. О, господи, какая тут набалдажник жесткий. На воду. Инструкцию читают слабаки. Соглашусь. Тебе что ВОЗ говорили? Пальцем не... Точно. А, без разницы, как ее это самое крутить. Салфетка сухая. Если салфетка сухая, значит подтекания нет. Фух. Все, осталось 2 момента. Электричество, самое простое, и слив. Теперь надо сливной шланг как следует вставить в переходное кольцо, чтобы оно не вываливалось случайно. Это вообще ни хрена не просто. Ничего у меня не получилось, я решил резинку разогреть. Снял ее, поставил под горячую воду, минуточку подождал, и вот видите, все проделал. Аккуратненько. Даже моя мама в меня не верила, но я взял и справился. Так она еще не работает. Что там справился? Ладно, сейчас проверим. Play. Ну и, конечно, какие бы были стокеры, если сразу же не сняли это на видео и не загрузили на стоке. Каждая новая вещь должна окупаться. То есть мы сейчас купили машинку, нужно ее отфотографировать, пока она чистая, отфотографировать, отснять на видео и загрузить на стоке, пускай окупается. Что я хочу о российских продуктах сказать. Все-таки не такие вкусные, как то, что мы ели в Черногории. Мы уже попробовали примерно наш постоянный рацион, и уже такое. Но кое о чем я просто мечтал днями напролет, пока был в Будве. И это вареная колбаска. Насколько я понимаю, за рубежом нет такой колбасы. Это как большие сосиски такие. Но она очень вкусная. Вот я люблю докторскую. Если будете в России, обязательно попробуйте докторскую колбасу, только чтобы на ней обязательно было написано ГОСТ. Вот по такой колбаске я очень скучал. Так взять черный хлебушек, вот так взять кусочек колбаски и кусочек сыра. Надо, чтобы ты научил делать всех камчатский бутерброд. В следующий раз будете в России, обязательно пробуйте докторскую колбасу, но только ГОСТ. Еще забыл, что очень важно класть бутерброд колбасой на язык. Так вкуснее получится. Еще один распространенный вопрос, который вы задаете: действительно ли мы живем там, где снимаем наши видеоролики? И да, это так. Вот, допустим, в этой квартире мы живем уже
1,5 года примерно, да, Ира? И здесь отсняли, ну, кучу классных роликов. Ну, давайте я проведу рум-тур. Итак, во-первых, наверное, в России мы боимся зомби-апокалипсиса гораздо больше, чем все остальные. Посмотрите, какие у нас металлические двери стоят у всех. То есть вот это все металл. Смотрите, какая толщина двери и какие замки. Вот это вот все замки. Внутри этой двери еще находится стальная плита. Я уверен, что ни один зомби не пройдет через эту дверь. Ну, только если у него будет, я не знаю, трактор. Итак, смотрите. Получается, мы попадаем в коридор, где нас встречает наш друг Бо. И также здесь обычно хранится свет, потому что его разбирать и собирать очень долго. Наша спальня. Как видите, мы не стали приобретать кровать, потому что Дину, чтобы было проще запрыгивать, чтобы не использовать никакие дополнительные приспособления, мы оставили просто матрас. У нас очень хороший, очень удобный матрас, но нет самой кровати. Смотрите, сколько у нас туалетной бумаги. Завидуйте. В России туалетная бумага продается совершенно без проблем вообще, в любом магазине. Это душевая. Вот душевая мне очень нравится, как получилось. Вот такое стекло. Тропический душ. Так, это основная комната, зал так называемый. У нас, получается, здесь оборудовано 2 рабочих места. Домашняя студия импровизированная с фонами. Очень много мы здесь снимаем фотографий для стоков, ну и для YouTube тоже. Так, телевизор. Вот здесь вот мы, скорее всего, поставим все-таки диванчик. Почему-то многие ставят знак равенства между телевизором и телевидением, но для меня это не так. То есть здесь мы смотрим кино, ролики какие-то на YouTube, но телевидение сюда даже не подведено, видите. И вот такая вот большая у нас кухня-столовая, тоже абсолютно не оборудованная. Купили какие-то из Икеи штуки и так и живем, да? Вот эти вот проходы, это было изначально так задумано, чтобы бегать с Дином. Дину очень нравится вот так вот бегать здесь по кругу. Он просто может здесь, блин, по 10-15 минут носиться по кругу, а потом по вот этой прямой линии. Вот берешь здесь и кидаешь ему что-нибудь туда вдаль, и он бежит. Ну, как видите, квартира совершенно не до конца оборудована, много чего нет. Но мы пока не планируем это приобретать, потому что мы лучше направим эти деньги на новые путешествия и на новые видеоролики, на новое оборудование. Мне кажется, это гораздо лучшая инвестиция в данный момент. Наш подоконник у Иры несколько раз попал в истории в Инстаграме и спрашивают, кто здесь у нас стоит, чей это монумент. Конечно же, это Юрий Алексеевич Гагарин. Это мое рабочее место, и Юра стоит и смотрит на меня, следит за мной. Каждый раз, когда я хочу ответить какую-то пакость в комментариях или какую-то подлость сделать, я просто чувствую на своем затылке взгляд Юры, поворачиваюсь, смотрю на него и понимаю, что он бы так никогда не сделал. Юра помогает мне быть хорошим человеком. Будьте как Юра. Прости нас, Юра. Прости. Итак, шел 7-й день самоизоляции. Мы почти преодолели экватор. Но мы осознали то, что целыми днями мы сидим за компьютером и жрем. Нам нужно спасение. Спасите нас! Сейчас спасение приедет, и вы удивитесь. Нежданчик, да? Даже не знаете, что это такое, наверное? Я уже забыла, как прыгать. Кайф. Вообще очень прикольная вещь. Чего домой приволокли, скажи, за фигню? Деньги, скажи, мои тратят вообще на фигню всякую, да? Вообще. Парам-пам-пам. Очень хотел приехать в Россию и посмотреть, сколько же у нас стоит Биг Мак. Биг Мак стоит 135 рублей, или $1 70 центов, или 1 евро 60 центов.
То есть получается в 2 раза дешевле, чем в Сербии, Болгарии или Боснии и Герцеговине. Конечно, на этом сказалось и недавнее падение курса валют, но даже до этого падения Биг Мак в России стоил дешевле, чем в любой из стран, которые мы посетили за последнее время. Давайте попробуем, насколько он вкусный. Биг Мак. Это классика. Вы хоть убейте меня, это самый вкусный Биг Мак. В общем, после окончания пандемии я приглашаю всех в Россию отведать настоящего Макдональдса. Еду нам, конечно, на дом доставили, бесконтактно. И это, наверное, была самая быстрая доставка за последнее время. Привезли буквально за 20 минут. Оставил даже через приложение курьеру чаевые. Кстати, а в вашей стране принято давать чаевые? Вот в России это не очень распространено как-то пока. Пишите в комментариях. Что, нельзя за тобой шпионить? Ты потягушничаешь. Ну спи, спи, спи. Вообще мы стараемся не распространяться о своей самоизоляции. Не все соседи будут от этого в восторге. Такая грызня происходит из-за этого. И людей, которые заразились вирусом, поливают такими помоями, что неприятно. Не хотелось бы оказаться на их месте. Ну, вот сейчас я, допустим, зачитаю вам несколько комментариев из ростовского паблика. Это реакция на выявление заразившихся в городе. В целях безопасности следует закрыть границу и не пускать никого. Пусть болеют за чертой РФ. То есть это наши сограждане так рассуждают о других согражданах. Согласна, свалили отдыхать, заразились, лечитесь там, где отдыхали. Какого хрена 19-летний Сыкун делал во Франции? И какого хрена он вернулся из России? Пусть Франция и лечит. Ребята, ну вы что, совсем? Вы вообще люди или звери, я не пойму. У нас на канале всего 1% зрителей из России. Создают примерно 80 или 90% негативных комментариев. То есть в какой момент это произошло? В какой момент мы стали такими злыми? Что с нами не так? We are the champions, my friend. Что тут делать? Купаемся. Мама спасибо, меня моет. Моем, чисто-чисто, моем, турбочисто. Идет 9-й день самоизоляции, и кажется, я наконец-то придумал способ борьбы с короной. И это не санитайзер. Ну и сидим дома. Как вы можете посмотреть, у нас уже прошло 10 дней самоизоляции. То есть сейчас идет 11-й день. Ой, скажи, так устал самоизолироваться вообще. Но с сегодняшнего дня в нашем регионе, еще в 35 других регионах России, хотя я думаю уже даже больше, ввели тотальный режим самоизоляции, тотальный карантин. Ну, примерно такой же, как наверняка уже в вашей стране работает. То есть мы можем выходить только в аптеки, магазины, можем гулять с животными на расстоянии не более 100 метров от своего дома. То есть, по сути, вот эта вот табличка уже не имеет никакого смысла, потому что когда наша самоизоляция закончится, ничего не изменится. Мы точно так же продолжим сидеть дома. Единственное, что мы сможем сами ходить за продуктами в ближайший магазин. У нас очень хороший магазин рядом с домом. Слушайте, я такой любитель стал поболтать на камеру, вот это посидеть с вами, пожаловаться. Это уже какая-то зависимость, наверное. Что думаешь, любимая, совсем облогерился? Конечно. Мы когда жили в Черногории, у нас было расписание там на, не знаю, на 4, по-моему, еще ролика дополнительных, которые мы планировали снять в Черногории. Когда мы поняли, что все, нам нужно срочно срываться, мы написали, мы начали думать, там, сидели и придумали новые видеоролики, которые мы будем снимать уже дома. Тоже там, сколько? Раз, два, три видеоролика мы уже придумали. А сейчас вводят режим полной самоизоляции, то есть мы понимаем, что мы не сможем поехать на локации, которые мы выбрали уже для съемок. И теперь нам в 3-й раз, получается, нужно переписывать наше расписание видеороликов, придумывать новые сценарии. Просто какое-то на самом деле безумие и творческий ад.
Но хорошо, что у нас много времени сейчас свободного для этого. Решили поразвлекать Дина, сделать ему головоломку. Сделать ее очень просто. Будем использовать, как называется, коробку из-под яиц и вкусняшки. Ну, в нашем случае сухой корм. Для этого мы берем листики бумаги, заворачиваем корм в бумагу и кладем в пустую лунку, где он должен додуматься и вытащить их, и не съесть бумагу при этом. А давайте сделаем АСМР заворачивание. Ну как, вам понравилось? Готово? Да? Старт! Ищи, думай. Первый раз, конечно, это будет сложнее, чем потом. Зрители на тебя смотрят. Давай, 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 давай. А где корм? Скажи, бумажку вытащил, а где еда? Зай, у меня зрение лучше, чем у тебя рук. То есть, видите, здесь получается головоломка в головоломке. То есть, мало того, что нужно открыть коробочку, так еще нужно вскрыть все эти бумажечки. Зай, ищи, ищи. Ищи, ищи. Может, вытащил? Может быть, нет? Есть? Да, да. Да? Все. 8 минут еще, 10 секунд, это мы уже протупили. Молодец, супер. Скажи, корми меня давай. Еще, Маш? Ой, даже не знаю, скажи. Кись, ну вот кровать, вон груша, а ты-то что на полу лежишь? Там солнышка нет. Давай, Зая, сейчас все сделаем. Кися, кися. Оба, смотри. Вот так вот раз. О, да, спасибо. Вот так, два. И ты на самом солнышке. Да. Да. Пожалуйста, пожалуйста, мой любимый, пожалуйста. Грейся. Молодец. Смотрите, осталось всего 2 дня. Но потом мы, наверное, нарисуем здесь такое маленькое продолжение. И продолжим дальше зачеркивать, потому что, по сути, ничего не меняется. И мы просто теперь сможем ходить в магазин. Только что анонсировали новое обращение Путина к нации. Ну, ждем, послушаем. Ну, в общем, он продлевает карантин еще на месяц. Что делаешь? Тапочки моем. Вы что думаете, в мире только коронавирус существует? А грибок стопы никто не отменял. Зая, ты все купил, да? Мы-то в изоляции, ты в магазин, наверное, ходил. Да, скажи. Да? Что там вкусное купил, что? А у нас все еще нет дефицита туалетной бумаги. Ее на дом доставляют, сколько хочешь. По рулону в руки не выдают. Больше, чем путешествовать, я люблю только очищать пространство вокруг себя и выкидывать всякое ненужное. Смотрите, сколько мусора мы уже собрали. Вот, вот. И мы такие ревизии проводим примерно раз в полгода. Выкидываем все, чем мы не пользуемся, все, что нам уже не нужно для роликов. Но очень много остается того, что нужно. Вот это всяческий реквизит, оборудование, ткани, костюмы. И это еще не все. То есть вот еще выпустили наше видео про возвращение из Европы. Спасибо за ваши отклики, очень приятно. Рад, что вам понравилось видео. Несколько вопросов там появилось у вас. Первый про нашу машинку. Конечно, мы нашу машину увидим еще не скоро, то есть только когда снимут все ограничения на пересечение границ, мы получим 2 визы, болгарскую визу и шенгенскую визу, и сможем увезти ее своим ходом. Ты веришь, что мы сделали это? Скидывай свою корону, ублюдок.
Наконец-то можно скинуть этот намордник с лица и подышать свежим вирусным воздухом. Ну и какие же наши дальнейшие действия? Понятно, что мы будем сидеть, соблюдать карантин, ждать, когда все это закончится, и, конечно, планировать новое путешествие. Вообще мы хотели сейчас на обратном пути из Европы остановиться в Беларуси на несколько недель и сделать визы в Соединенные Штаты Америки. Но, как видите, ситуация изменилась, и помимо того, что сейчас визу сделать невозможно, я не уверен, что мы сможем саккумулировать достаточно денег, чтобы провести зиму там, хотя бы 3-4 месяца там, или полгода в Соединенных Штатах. На YouTube становится меньше рекламы и, соответственно, снижаются наши заработки. Поэтому я не думаю, что это будет возможно совершить этой зимой. Наверное, мы поедем зимой опять в Европу, возможно, в Испанию или Португалию, ну или опять в Черногорию. То есть, возможно, такие варианты. Мы бы еще очень хотели проехать по России в этом году, но, опять же, у нас сейчас нет машины, и непонятно, когда нас выпустят с карантина. Как я уже говорил, нам запрещено гулять с Дином далее, чем 100 метров от дома. А вот он, наш дом. И у нас тут далеко не самые чистые 100 метров. Поэтому мы решили очистить эти 100 метров. Теперь на каждую прогулку с Дином берем перчатки, мусорные пакеты и собираем весь мусор. Я думаю, что через месяц, когда закончится карантин, у нас здесь будет очень чисто. Конфеты кто-то разбросал. От сволочи. А вот этот кусочек мы уже почистили. Идет 42-й день изоляции. Ну и, честно говоря, мы уже сжухли. Посмотрите, что творится! Это град! Ой, скажи, сегодня не гуляем. Сегодня не гуляем, наверное. Пойдем гулять? Гулять пойдем?